Всем привет! Сегодня будем точить на блице линзу. У нас не так давно появилась в продаже насадка для заточки в линзу для точилки блиц. Ну а также еще будем точить камнями барайт. И для барайдов у нас появилось специальное масло, называется Барилюб. Точить нож будем от фирмы PP Кизляр. Длина клинка составляет 8 см, толщина по обуху 3 мм. Сталь 65Х13 твердостью порядка 58 единиц по роквеллу. Установили барайт 150. Также на компенсаторе необходимо будет прибавить примерно 2 щелчка, чтобы камень в верхнем положении у нас не задевал корпус точилки. И точить будем в 40 градусов. Обнуляем на держателе абразива. И смотрим здесь. Вот у нас 20 ровно сейчас выставлено. Также покажу диапазон углов заточки. Если у нас здесь 0, то в верхней точке у нас будет 11,1, 11,2 заявлено у данной линзы. Так, добавляем масло Барилюб. Также важная особенность: камни перед использованием Барилюба необходимо очистить от других масел. Либо мыльным раствором с водой, либо же как-то еще, чтобы камни у вас были обязательно чистые. Потому что Барилюб, он на водной основе, и он просто не будет впитываться в камни, если там будет масло. Так, вот я добавил Барилюба и приступаю к заточке. Также радиус линзы можно изменить, используя ограничитель. Это так называемый лайфхак. Мы сдвигаем ограничитель чуть ближе к шарнирному узлу, чтобы у нас камень работал не полностью, тем самым мы уменьшаем радиус линзы. Ну а чтобы не вырабатывался камень с седлом в одном месте, можно будет просто переворачивать камень. Я же буду работать на полную. С 150-м барайтом сформировали подводы, уже вышли на заусенец. Будем переходить на 320-й барайт. Угол уже мы не трогаем, чтобы он у нас был постоянный. Наносим Барилюб. Очень важно, когда мы точим линзу на точилке блиц, да и в принципе на профиле тоже, камень должен обязательно доходить до нижней точки, потому что нижняя точка — это и есть режущая кромка. Если мы до нее не будем доходить, то мы нож не проточим. Закончили 320-м, будем переходить на 600-й, постепенно уменьшаем риску. Также добавляем Барилюб. Также еще из рекомендаций могу добавить: лучше работать горизонтально, а не наискосок. Так, сейчас установлен барайт 800. Предпоследний камень, после чего уже перейдем на 1200 и финишировать будем кожей с пастой Dualux. Закончили с 800 камнем. На камне вот образуется такой шлам от заточки. И в принципе тем же самым Барилюбом можно его почистить. Он сразу же поднимает весь шлам. И салфеткой протираем.
Все, камень чистый. Также чистим нож. Установлен у нас камень сейчас Barite 1200. И это у нас уже финишный камень. Будем переходить с Barite на кожаный бланк. И толщина у них отличается, поэтому нивелируем при помощи электронного угломера. Сейчас 21 установлено у нас. Убираем Barite. Ставим кожаный бланк. И добиваемся того же самого угла. Кожа у нас чипрак, наносим белую пасту Dialux бланк. Пару раз провели, будет достаточно. И полировать будем под тем же самым углом, что мы заканчивали на последнем камне. И движениями на себя начинаем полировку. У нас здесь линза, и РК мы не завалим. Поэтому можно здесь угол не опускать. «116». И это бритвенная острота. Учитывая, что на этом ноже у нас 40 градусов и сведение чуть больше 1 мм. Естественно, бумагу он режет у нас без проблем. Хоть фигурный, хоть обычный рез. От себя скажу, что с маслом Barelube камни Barite абсолютно не засаливаются. Шлам у них уходит сразу же в процессе заточки. То есть мы чуть-чуть добавили Barelube, протерли салфеткой, все, камень как новый, такой же чистый. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.